Узкая талия, упругие ягодицы. Тренер рассказывает о тренировках сестер фигуры Ким, и у многих девушек, да и мужчин тоже, вызывает восхищение. Об узкой талии, широких бедрах и упругих ягодицах мечтают многие, но добиться этого удается далеко не всем. О том, как стать обладательницами таких же женственных и вместе с тем спортивных форм, как у представительниц знаменитого телеклана, рассказала их тренер Аманда Ли, которая знакома с Ким еще и со школьной скамьи. О секретах их тренировок и питания в нашем материале на сплетник.ру. Приводим самые интересные цитаты звездного тренера. Тренировки мы практикуем высокоинтенсивный интервальный тренинг. Такие тренировки направлены на жиросжигание и подтяжку фигуры. И Ким, и Кортни в потрясающей форме, поэтому мы в основном фокусируемся на нижней части тела. Ягодицы и пресс – это две наши главные цели. Собственно, сами Ким и Кортни в первую очередь хотели подтянуть именно эти части тела. Мы не злоупотребляем кардиотренировками, потому что мои тренировки и так повышают частоту сердечных сокращений, что постоянно держит вас в тонусе и способствует наращиванию мышц. Из весов мы используем медицинские мячи и утяжелители для рук. Что касается регулярности, то я занимаюсь с Кортни каждый день, а с Ким – 2 раза в день. Тренировки длятся по часу. Любимые упражнения: мы делаем очень много приседаний, выпадов и прыжковых упражнений, причем в самых разных вариациях. Также мы используем в тренировках эластичные резиновые ленты, стёп и платформу-полусферу. На базе этих снарядов я и строю свои тренировки. Ким и Кортни любят упражнения на внутреннюю поверхность бедра и ягодичные мышцы, например, отведение ног в стороны и так называемый лягание осла. Нелюбимые упражнения: они ненавидят бёрпи и запрыгивание на платформу. Но хочу сказать, что они никогда не жалуются. Нет таких упражнений, которые они отказываются делать. Питание: у них обеих есть личные повара, которые готовят для них полезную пищу. Ким и Кортни употребляют продукты с высоким содержанием белка и придерживаются низкокалорийной диеты. Поэтому я лишь советую им придерживаться принципов правильного питания и не прописываю никакие диеты. Кортни вообще практически всегда питается правильно. Ким же иногда может побаловаться пиццей. Она, как мы знаем, большая поклонница фастфуда. Примечание редакторов: когда, например, участвует в какой-то съемке, у нее очень плотный рабочий график. Но я стараюсь направлять ее на верный путь, хотя в целом не вмешиваюсь, так как их повара прекрасно справляются с их рационом. Единственное,
что я настоятельно рекомендую им не употреблять, так это сахар. Нюансы совместной работы здорово, что Ким и Кортни примерно на одном уровне подготовки, и обе они охотно выполняют все упражнения. Иногда, правда, сложности возникают из-за того, что мы все очень дружные, и профессиональные отношения отходят на второй план. Однако во время тренировки мы сводим наши разговоры к минимуму и стараемся сосредоточиться на упражнениях. Советы Ким и Кортни много путешествуют. Конечно, я не езжу с ними. Но я составляю для них программу тренировок, которую они могут выполнять самостоятельно в тренажерном зале отеля или где-то еще. Кортни, впрочем, не нуждается в дополнительной мотивации и постоянно занимается сама. Ким же, если, к примеру, уезжает дня на 3, то просто отдыхает, а вернувшись, занимается с удвоенной силой. Кстати, я внимательно просматриваю истории в их Instagram. И если вижу там мороженое или пиццу, то сразу же им пишу. Впрочем, иногда можно себе позволить немного расслабиться в отпуске, особенно если вы были так последовательны в своей диете до отъезда. Источник newsfotogetimax.ru/instagram/splash